Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Чрезвычайное событие произошло сегодняшним вечером в городе Москве на улице Мосфильмовской, где проживает член комитета, легендарный советский и российский композитор Александра Пахмутова. Несколько минут назад к многоэтажке, где проживает Александра Пахмутова, подъехали машины полиции и карета скорой помощи. Стражи порядка встретил опекун Александры Николаевны и рассказал о трагическом событии. Александра Николаевна Пахмутова, заслуженный член антикоррупционного комитета, известный советский и российский композитор, после смерти любимого супруга Николая Добронравова очень редко покидала свой дом и в основном находилась в компании своего опекуна и близких подруг. Однако месяц назад в жизни легендарного композитора стали происходить необычные события. Молодой российский певец Прохор Шаляпин, который хорошо известен не только своими песнями, но и многочисленными романтическими отношениями с женщинами гораздо старше его, стал проявлять неожиданное внимание и заботу по отношению к Александре Николаевне Пахмутовой. Так как Александра Николаевна Пахмутова много лет знала российского певца по многочисленным музыкальным конкурсам, то она с доверием отнеслась к Прохору Шаляпину, пустила его в дом и восприняла как чистую правду его заботу и внимание. Прохор Шаляпин, который умеет быть обаятельным и производить впечатление на женщин, втерся в доверие Александре Николаевне, каждый день дарил ей цветы, приглашал на романтические ужины в ресторан и исполнял музыкальные романсы. Как и любой женщине, Александре Николаевне Пахмутовой льстило подобное отношение со стороны молодого мужчины. Но неделю назад Александра Пахмутова неожиданно попросила Прохора Шаляпина прекратить эти отношения. Композитора что-то насторожило. Александра Николаевна заявила, что эти отношения ненормальны и не соответствуют настоящей человеческой природе отношений. Как казалось, вопрос закрыт, и Прохор Шаляпин больше никогда не появится в доме легендарного композитора. Однако, по данным полиции, сегодня вечером молодой певец Прохор Шаляпин позвонил Александре Николаевне и попросил ее о последней встрече, разъяснении отношений. Обратился с просьбой еще раз побывать в ее квартире. Александра Николаевна Пахмутова, как благородный и тактичный человек, не отказала молодому человеку и пригласила его в дом. Как стало известно, в момент прихода Прохора Шаляпина опекун Александры Пахмутовой отсутствовал дома. Судя по записям, встроенных в квартире видеокамеры, удалось установить, что Прохор Шаляпин, находясь у Александры Пахмутовой в гостях, был в неадекватном состоянии, вероятно, под действием алкогольных напитков или же запрещенных веществ. Благодаря работе органов полиции стала известна и причина трагедии. Прохор Шаляпин попросил Александру Николаевну Пахмутову, чтобы она оформила свое завещание лично на него, в ответ пообещав заботу и внимание. Также он попросил, чтобы Александра Пахмутова предоставила ему право на исполнение всех ее песен. По понятным причинам Александра Николаевна Пахмутова была возмущена подобной просьбой. Она назвала Прохора Шаляпина нахалом и потребовала, чтобы он покинул ее дом. Однако вместо этого молодой российский певец, который находился в неадекватном состоянии, ушел на кухню и появился в комнате вновь через несколько минут. В его руках был кухонный нож. Примерно через полчаса после трагедии в квартире Александры Пахмутовой появился опекун, который застал шокирующую картину. Александра Николаевна без чувств, без сознания лежала на ковре в большой комнате. На теле Александры Пахмутовой было насчитано более 12 ножевых ранений. Сам Прохор Шаляпин успел покинуть место происшествия. На данный момент он находится в розыске.
Александра Николаевна была госпитализирована в критическом состоянии. На данный момент легендарный композитор находится на волоске от смерти. Лечащие врачи на данный момент делают все возможное, чтобы спасти 94-летнюю артистку, хотя, к сожалению, надежд на обнадеживающий исход очень мало. Следственный комитет и товарищ Бастрыкин взяли под личный контроль шокирующее происшествие. Прохор Шаляпин пока находится в розыске. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.